Офис шерифа округа Дуглас в Неваде опубликовал на этой неделе призыв к помощи общественности в выявлении мужчины, который на прошлой неделе бросил кошку в переноску на переднем крыльце местного приюта для животных. В тот момент приют был закрыт, но происшествие было заснято камерами видеонаблюдения. К сожалению, такой тайный отказ от животных не является новостью для сотрудников службы по уходу за животными округа Дуглас. Когда они пришли на работу утром через несколько часов после того, как мужчина ушел, им было сразу ясно, что произошло. Мы увидели переноску у нашей двери. Так как это приют для животных, это обычно означает одно: кто-то оставил животное на переднем крыльце, сказала Лиз Бегович, надзиратель приюта, The Dodo. Тогда мы взяли переноску и посмотрели внутрь. Никто не мог поверить своим глазам. Все, что мы увидели, была запутанная куча, сказала Бегович. Сначала Бегович подумала, что это запутанное существо было собакой. Было трудно понять, просто глядя внутрь. Мы не смогли перевернуть его из-за того, как он был затолкнут в переноску, сказала она. Тогда мы сняли крышку и подумали: боже мой, это кошка. Я никогда не видела кошку в таком состоянии. Шерсть кошки обвивала ее тело настолько плотно, что она не могла двигаться. Было ясно, что она жила так уже некоторое время, вероятно, кто-то наблюдал за тем, как она была заперта ее собственным слишком большим пуховиком. Она даже не могла сделать шаг, сказала Бегович. Думаю, где бы она ни находилась, у нее была еда и вода прямо перед ней. Просто не было возможности двигаться. Бегович не желает строить догадки о том, является ли мужчина, замеченный, бросившим кота, ответственным за его небрежность все это время, но его решение не задерживаться на месте или предоставить какую-либо информацию определенно поднимает красные флаги. Обычно, когда кто-то оставляет животное после рабочего дня, за этим обычно стоит больше истории. Обычно это недобрый самаритянин, который нашел животное на обочине дороги, сказал Бегович. Мы действительно хотели бы знать историю этого случая. Может быть, в этом доме есть другие животные, откуда бы ни пришел этот кот, который находится в том же состоянии. С некоторой удачей правда станет ясной, но по крайней мере этот кот был в надежных руках. Мы сразу же отвезли его к ветеринару, где его усыпили, сказал Бегович. Они постригли у него около 4,5 килограммов шерсти. Это заполнило мусорный мешок обычного размера. Кота, который с тех пор был назван Боб Марли, теперь освободили от своих запутанных ограничений. Кот милой природы, примерно 10 лет, в настоящее время доступен для усыновления в службе по уходу за животными и услугам Дуглас-Каунти, где сотрудники надеются найти любящего владельца, который поможет ему контролировать свой вес. После всего, через что прошел Боб, он заслуживает не менее, у него много лет впереди, сказал Бегович.